Джинсовые обрезки. Их можно просто выбросить, но я решила сделать из них что-то полезное для дома. Планировала коврик у входной двери, прочный, практичный, но моя кошка решила иначе и заняла его сразу. Коврик на теплой основе из мебельной ткани и вполне может служить лежанкой для питомцев. Ну что ж, для кошки значит для кошки. Основой для этого проекта станут лоскуты джинса разных оттенков, с переходом цвета и даже с рисунком. Попадаются и яркие, например, красные. Для подложки лоскутного полотна я выбрала фланель. Она не новая. Это как раз тот случай, когда вещь может еще принести много пользы. Сразу подготовила основу. Это одна деталь для середины и 4 полоски, которые станут каймой по краям. Чтобы узор сложился именно так, как я задумала, я немного подготовила полоски. Провела ограничительные линии, расстояние между которыми ровно 15 сантиметров. Это сделает процесс шитья более спокойным и предсказуемым. Для заполнения этой подложки мне нужно подготовить много полосок. Ширину взяла 4 сантиметра. Это как раз ширина моей линейки. Так размечать и резать гораздо удобнее. Длину делаю не менее 15 сантиметров. Нарезать буду дисковым ножом. Это значительно ускорит процесс и делает срезы идеально ровными. Если попадаются полоски немного шире, но по краям у них интересная фактура, я сохраняю ширину. Она в данном проекте мне не принципиальна. После нарезки полоски сортирую по цветам, от самого темного до самого светлого оттенка. С рисунком тоже в отдельную кучку. Теперь приступаю к сборке. Беру фланелевую подложку для края и размечаю на ней середину. Первый лоскуток задает ритм всей дальнейшей работе. Полоски кладу внахлёст одну на другую. Смотрю, чтобы срезы перекрывали друг друга. Цветные полоски стараюсь располагать симметрично, чтобы они находились приблизительно на одинаковом расстоянии по отношению к середине. Не бойтесь ярких акцентов. Видите эти красные полоски? Их немного, но они собирают всю композицию. В лоскутном шитье очень важно найти баланс, когда каждый кусочек находит свое правильное место. Когда раскладка меня устраивает, и я вижу, что цвета подружились между собой, я собираю их в стопочку, начиная с последней полоски и заканчиваю первой. Приступаю к сборке полотна. Беру первую полоску, аккуратно укладываю ее на основу и закрепляю строчкой. Вторую кладу сверху внахлёст и тоже фиксирую. Следующую точно так же. В процессе сборки обязательно слежу, чтобы края ткани перекрывали контрольные линии, которые я разметила раньше. Так шаг за шагом заполняю подложку до самого конца. Я решила собирать сразу по 2 детали одновременно. Хочу, чтобы на противоположных сторонах коврика рисунок из лоскутов приблизительно повторялся. Это создает в изделии приятное глазу равновесие, и такие нюансы делают вещь более гармоничной. Когда мне попадались совершенно интересные кусочки с заводским швом или интересными потертостями, я их не прятала под низ, пришивала все на лицевую сторону, оставляя на виду. Все детали простегала ромбиком 2 на 2 сантиметра. Это придало им плотность и фактуру. Лапка с линейкой-направителем позволяет это сделать максимально быстро. Не нужно размечать каждую линию, просто следуешь за предыдущим швом. Во время стежки детали располагаю так, чтобы все припуски ложились по ходу движения лапки. Так они не будут загибаться, и можно избежать ненужных защипов. Я люблю стегать детали попарно, не обрывая нить. Это не только экономит время и нитки, но и создает медитативный ритм работы. Все 4 детали для края коврика готовы. Перехожу к самому главному – оформлению центральной части. У меня осталось много обрезков от полосок. Из них я и буду собирать полотно. Сюда подойдут обрезки любого размера. Для временной фиксации буду использовать клей-карандаш. Всегда беру на основе ПВА. Клей наношу точечно. Этого будет вполне достаточно для временной фиксации лоскутов. Такой простой прием позволит спокойно собрать нужный узор, не боясь, что лоскуты сдвинутся, пока я их не закреплю строчкой.
Я люблю собирать пиццу из разных типов ткани и для разных целей делаю это по-разному. Для удобства все видео собрала в плейлист. Ссылку оставлю вверху. Заходите, вдохновляйтесь и творите. Центральное полотно постепенно обретает свой вид. Сегодня я использовала лоскуты покрупнее, поэтому накрывать фатином не вижу необходимости. Мелких обрезков в полотне совсем немного. Все лоскуты прекрасно держатся на своих местах, ведут себя послушно. Но для полной уверенности я все же поставлю несколько булавок в самых подвижных местах. Лишняя капелька заботы на этом этапе не помешает. Для стежки центральной части я взяла нитку в тон основного цвета. Иногда в работе важна не яркость строчки, а невидимая поддержка, которую она дает полотну. Строчки прокладывала не строго параллельно, старалась закрепить как можно больше краев на лоскутах. Мне было важно, чтобы каждый уголок ткани был надежно пришит и не оторвался со временем. В самом центре полотна я решила добавить особенную деталь. Нарисовала котенка, который спит, уютно укрывшись пледом. Для самого котенка я выбрала серый велюр. Его фактура напоминает шерстку. Очень хотелось плед в клеточку. Подходящей ткани я не нашла, поэтому сделала его сама. Разрезаю шаблон на 2 части, обвожу на ткани и вырезаю 2 детали. Переношу разметку мордочки на серый велюр, и уже в этот момент рисунок оживает под моими руками. Зигзаг идеально подходит для аппликаций. Сначала прошлась по всем внутренним линиям, прорисовала детали пледа и самого котенка, а затем уже прошла по всему внешнему контуру. Маленький акцент, который делает вещь живой. Все лишнее по краям срезаю, чтобы получился ровный прямоугольник нужного мне размера. Теперь спящий котенок надежно вписан в свои границы. Получилась ровная основа, к которой буду пришивать стеганые края. Беру деталь края и провожу на ней линию. Это будет ориентир для стыковки. Сверху кладу центральную часть прямо внахлёст, точно совмещая срез с намеченной линией. Здесь важно не торопиться. Креплю все булавками, чтобы ничего не сдвинулось со своего места. Детали закреплю прямой строчкой, отступив от края 0,3 см. Чтобы коврик выглядел безупречно, закрою открытые срезы черной репсовой лентой шириной в 1 см. Когда технические швы прячутся под аккуратной лентой, изделие сразу приобретает законченный вид. Ленту закрепила с 2 сторон прямой строчкой у самого края. С обратной стороны излишки ткани на кайме не срезала, закрепила прямой строчкой к основной детали. В этом есть практический смысл. Коврик будет лучше держать форму. В первую очередь я соединила длинные стороны прямоугольника с каймой. Теперь, когда основа задана, подровняю срезы и соединю оставшиеся стороны. Оставшиеся срезы я тоже обработала репсовой лентой, чтобы все выглядело одинаково и закончено. С изнаночной стороны остатки каймы закрепила тоже на основную деталь. Теперь каждая деталь на своем месте. Каждый шов защищен. Работа близится к завершению. Когда все детали собрала вместе, вырезаю прямоугольник точно по моим размерам. Внимательно проверяю каждый уголок, чтобы они были идеально прямыми. Вторую сторону коврика решила сделать совсем другой. Для нее собрала обрезки мебельной ткани. Они все разного размера и расцветки, но в этом нет ничего страшного. Лоскуты буду накладывать друг на друга внахлёст и соединю их швом зигзаг. Собирать полотно буду в классической технике изба. В этом процессе точно есть что-то от строительства, когда кусочек за кусочком по спирали рождается уютное пространство. Мебельная ткань очень благодарная в работе. Она плотная, и на ней красиво ложится строчка. Изнанка получилась довольно тяжелая. В этом есть свои плюсы. Коврик будет надежно лежать на полу и не будет собираться складками под ногами. Сложила обе детали вместе, изнанка к изнанке.
Скалываю оба слоя вместе булавками, чтобы при финальной строчке ничего не сместилось. Проложила соединительную строчку, отступив от края 0,5 см. Ориентируясь на верхнюю часть, аккуратно выровняла нижнее полотно, срезая все лишнее. Для финальной отделки я взяла черную репсовую ленту шириной 2,5 см. Она достаточно широкая и крепкая, чтобы надежно закрыть оба среза из джинса и мебельной ткани. С обеих сторон обработка получилась одинаковая. Уголки вышли четкими и очень аккуратными. Размер готового изделия 90 на 75 сантиметров. Получился фактурный плотный коврик, который можно использовать у любой двери. Но все-таки кто-то думает иначе. Вещь получилась действительно нужной. Начните шить из того, что есть под рукой. Ваш коврик не обязан быть как с картинки. Он должен быть просто вашим. Пусть он дарит тепло вашим ногам или вашим питомцам. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Жду ваши комментарии. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!